Друзья, всем привет! Зима 2025 года выдалась аномально теплая, но это не значит, что нет необходимости отапливать жилые и нежилые помещения. Еще в прошлом году, в конце осени, я задумался, как буду отапливать мастерскую. Ведь у меня тут хранятся такие вещи, которые боятся отрицательных температур. Это различные краски, герметики и особенно аккумуляторы для различного инструмента. К тому же находиться в холодном помещении продолжительное время очень неприятно. Тем более, что в мастерской решил отгородить отдельный кабинет для работы за компьютером. Тут вообще нужно держать хорошую температуру. В мастерской у меня идет 3 фазы, и я точно знал, что буду использовать электричество в качестве отопления. Оставалось выбрать прибор, который будет это делать. Сначала хотел купить пару самых дешевых простых конвекторов, но потом задумался, а как же они будут работать в условиях мастерской? Ведь здесь всегда излишняя пыль, грязь, открывается дверь, закрывается дверь, влага и так далее. Ведь принцип работы конвектора — это когда через него снизу вверх проходит воздух вместе с пылью, эта пыль оседает на достаточно горячих нагревательных элементах, а это уже не пожаробезопасно, это уже не энергоэффективно, а также это некомфортно, потому что постоянно придется нюхать запах сжженной пыли. Начал дальше изучать этот вопрос и в какое-то время подумал, что было бы классно повесить простые радиаторы водяные, провести трубы, повесить котел. Но в условиях моей мастерской, в которой уже в принципе все сделано, не очень хотелось с этим заморачиваться, да и в принципе это не сильно дешево-то и выходит. Но я нашел выход из этой ситуации. Это простой электрический каменный радиатор. А теперь давайте расскажу о нем поподробней. Площадь моей мастерской 24 квадратных метра. 4 квадратных метра выделил на кабинет, остальные 20 – помещение мастерской. Посоветовался с менеджером перед заказом, и он мне посоветовал 2 радиатора по 700 Вт и один в кабинет на 500 Вт. Заказывал радиатор в магазине Heatstone. Скажу сразу, пока не забыл. Тут большой выбор каменных радиаторов на вкус и цвет. У меня цвет графит. Выглядит для мастерской довольно интересно. Мне очень нравится. Так вот, сейчас вкратце расскажу принцип работы и преимущества каменного радиатора. Во-первых, у них высокий КПД, так как не затрачивается энергия для прохождения теплоносителя по трубам, а полностью уходит на нагрев корпуса радиатора. Радиатор в комплекте без терморегуляторов. Просто провод с вилкой торчит из радиатора, а там уже на ваше усмотрение. Можно ставить просто в розетку с реле временем, в умную розетку или, на мой взгляд, самый практичный и экономичный вариант – это подключить к отдельному терморегулятору. Только придется провести немного проводов. Я часть из них провел в кабель-канале, а в кабинете сделал скрытую проводку. Для радиаторов я специально установил 3 розетки, которые включаются от терморегуляторов. 2 в помещении мастерской, 1 в кабинете. Судя по конструкции, радиаторы должны работать долго, так как тут просто нечему ломаться. Корпус прочный, довольно увесистый и устойчив к механическим воздействиям и влаге. Так как у меня мастерская, для меня это важно. На ощупь при полном нагреве радиатор работает на оптимальной температуре. Не обжигает руки, можно спокойно держаться и не бояться обжечься. Также это говорит о том, что на нем не будет гореть осевшая пыль. По цене радиаторы сопоставимы с обычными биметаллическими, но тут нет необходимости прокладывать трубы. Можно просто повесить радиатор возле розетки и сразу пользоваться. Еще один из плюсов – это автономность работы. То есть даже если один из радиаторов выйдет из строя, то остальные продолжат работу, и можно не переживать, что помещение сильно остынет. Ну и тепло от них комфортное, не сушит воздух, не сжигает частички пыли, как я уже говорил, как конвекторы, не шумят, не трещат при разогреве, можно вешать в спальне и спокойно спать. Кстати, у нас долгое время висел дорогой конвектор в спальне, но тем не менее от цены это не зависит, он все равно при нагреве издавал треск и при остывании тоже издавал треск, хоть не сильно, но так как я сплю чутко, я постоянно это слышал. Для меня это важный момент. Так что, друзья, те, кто решил покупать электрический нагреватель и уверен, что нужно покупать обязательно конвектор, рассмотрите вариант с электрическими каменными радиаторами. Я сначала не особо верил в их эффективность и то, что они будут нормально обогревать мастерскую, но они повисели уже 2 месяца, я понял, что они работают хорошо, и работой этих радиаторов я полностью доволен. Тем, кому понравился такой обзор, обязательно ставьте лайки и в комментах напишите свое мнение на этот счет. Также, те, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь и подписывайтесь на канал в Telegram. Там тоже много полезного и интересного. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!